Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим и уделим внимание подаркам, поговорим о том, кому никогда нельзя дарить такие подарки. Что это за подарки, которые несут опасность в том, что именно вы будете иметь проблемы с деньгами, со здоровьем, возникнут проблемы и в других сферах вашей жизни. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и не принимайте такие подарки. Очень часто, выбирая подарок, люди не задумываются, что именно такой подарок способен принести негатив, испортить жизнь и вам, и тому, кому он преподносится. Поэтому перед тем, как что-то подарить, стоит внимательно изучить данный вопрос, чтобы не принести вред ни себе, ни тому, кому вы его подарили, а затем не думать, как вам решать неприятные возникшие ситуации. Многие люди, наоборот, знают, какие подарки нельзя дарить и желают это целенаправленно, стараясь навредить тому человеку, которому они завидуют, или же желают оказаться на его месте. Так что, принимая подарок, нужно также уделять особое внимание, от кого вы его берете, и думать о том, какой смысл он в себе таит. Поэтому, если в чем-то вы не уверены, или же вы на энергетическом уровне ощущаете, что не хотите брать эту вещь, предмет, сразу же откажитесь от такого подарка, чтобы потом не пришлось жалеть вам о том, что вместе с таким подарком, с такой вещью, предметом пришло и в вашу жизнь. И каких же подарков лучше избегать и как нейтрализовать тот негатив, если к вам такие подарки попали? Вы знаете, многие люди привыкли, идя в гости, преподносить хозяевам алкоголь. Вот такого делать не стоит. Вы можете просто принести с собой алкоголь, но не в подарок. Обращайте внимание на это. Или же, если вы решили преподнести такой подарок, не разрешайте ставить его в этот день на стол. Иначе вы тем самым отберете у хозяев их сильные энергии. У них ослабнет биополе, они станут подвластны любому негативу извне, который способен будет принести даже проблемы со здоровьем. То же самое касается и вас. Если вам принесли в подарок алкоголь, не распивайте его с тем, кто его принес. Подержите бутылку на протяжении 7 секунд под проточной водой. После этого оботрите белой салфеткой, и таким образом вы уже сохраните свои энергии в целостности и, что немаловажно, обезопасите себя. А вот такой подарок, как зеркало, также под табу, ведь оно способно впитывать все то, что в нем отображается. Если в него смотрелся даритель, а так в большинстве случаев и происходит, ведь когда человек его выбирал, пусть даже и без злого умысла, в нем отобразился. Преподнеся его в подарок, он поменяется с новым хозяином зеркала энергиями, отдав ему свои негативные, а забрав его положительные, что доставит много неприятностей данному человеку. Если вам преподнесли такой подарок, стоит отказаться от него. Если же такой возможности нет, протрите зеркало соляным раствором и обязательно в этот момент скажите особые слова. Все, что ранее это зеркало повидало, впитало, соль убирает, а его очищает, любую энергетическую связь разрывает. Затем положите его на подоконник, сверху накройте его белым листом бумаги и при этом проговорите такие слова. Чистый и светлый лист бумаги в зеркале отображается, положительными энергиями его наделяет, другие не пропускает. Так оно должно пролежать до рассвета. Поднявшись с кровати, снимите лист, не смотрите в него, откройте окно, выставьте его и покажите солнцу. Так оно впитает все хорошие энергии, а вы, когда будете в него смотреться, будете к себе их привлекать. А также с каждым разом только больше и больше укреплять ваше энергетическое поле. Лист бумаги сожгите, а пепел смойте в канализацию. Если же вам дарят большое зеркало, то, во-первых, для начала обговорите, что вы не принимаете зеркала в подарок. Особенно вот часто бывает так, что хотят подарить зеркало как декор, в декоре дома или квартиры. Пусть вы лучше пойдете в магазин и купите зеркало, которое вам нравится. И очень важно, что вы покупали зеркало не которое последнее висит
на витрине, а именно упакованная в коробке, которая еще до вас никто не смотрел и ним не любовался. Это очень важно, друзья, потому что зеркало – это такой вот сакральный предмет, который впитывает всю энергию и потом это все транслирует. Также не стоит дарить такой подарок, как полотенце, особенно в единственном экземпляре. Их должно быть несколько и обязательно четное количество. Иначе в доме, в который вы его принесете, вы притянете проблемы личного характера, сильные ссоры, которые могут привести даже к разводу. То же самое касается и вас. Если вам преподнесли такой подарок, отдайте данному человеку за него какую-то монету, какую вы сами почувствуете, так как это уже не будет подарок. Но затем обязательно зажгите свечу и обойдите вокруг полотенца ней дважды. При этом обязательно скажите такие слова: это полотенце парную энергетику с этого момента несет, никакие скандалы в семью мою не привлечет. После проделанного вы сможете спокойно им пользоваться и ни о чем не переживать. К такому подарку, как кошелек, вообще нужно относиться осторожно. Если вы решили его преподнести, никогда не дарите его пустым, так как таким образом вы не только к себе притянете денежные проблемы, так как вы покажете денежной энергии, что не уважаете ее и не готовы с уважением относиться к ее дому. Но и наполните жизнь того, кому его подарите, денежные проблемы. У такого человека никогда в этом кошельке не будут водиться деньги, а он будет нести за собой только денежные проблемы. Если же вам кто-то преподнес пустой кошелек, это означает, что либо данный человек не знает правила, как правильно преподносить такой подарок, либо же он желает сделать так, чтобы у вас были проблемы с деньгами. Поэтому вам нужно попросить данного человека положить в кошелек купюру любого номинала. Если он откажется это сделать, вы можете быть уверены, что данный кошелек подарен вам со злым умыслом. Поэтому откажитесь от такого подарка и не рискуйте. Если же даритель безоговорочно положит в кошелек купюру, можете спокойно пользоваться данным кошельком. Вам ничего не будет угрожать, деньги останутся при вас. Для женщин на подарок выбирайте всегда стильный аксессуар. Для мужчины лучше остановить внимание на строгом, но в первом и во втором случае не стоит жалеть деньги на подарок. Он должен быть из натуральной кожи, замши, в нем должны быть карманчики для монет, несколько отделений. Если вы решили подарить кошелек, пожалуйста, соблюдайте правила. Если же намереваетесь сэкономить, тогда лучше выберите что-то другое. Приложите максимум усилий, чтобы выбрать правильный аксессуар для своего близкого человека. Тогда он сможет принести в его жизнь успех, процветание и стабильность. А вы, глядя на это, будете ощущать счастье и притягивать к себе положительные энергии. Также просите, когда вам дарят кошелек, смотрите, какого цвета. Бывает так, что вы знаете, например, что вам вообще никогда не подходит кошелек белого цвета, желтого или красного цвета. А вот черного и зеленый, наоборот, это вам приносит деньги. Поэтому желательно, когда вам дарят кошелек, вообще старайтесь проговаривать моменты, особенно если вас человек спрашивает: вот я планирую или хочу подарить тебе то-то и то-то. Не бойтесь говорить свои какие-то причуды или говорить какое-то свое мнение, потому что человек может подарить вам то, что вам в действительности будет не нужно или по энергетике не будет подходить. А это что значит? Это значит, в вашем доме будет хлам, потому что такой кошелек или такая какая-то другая вещь просто будет лежать у вас в доме или квартире и наполняться пылью. Далее, дарить свечи, запомните, это плохая примета. Свечи из воска имеют магические свойства, они обладают сильной энергетикой. И если зарядить такую свечу негативной энергией, можно принести человеку непоправимый вред. Принимать свечи в качестве подарка можно в таких случаях: если вы доверяете человеку, свечи сделаны не из воска и дарит вам близкий человек. Свечи, подаренные с хорошими намерениями, принесут в дом положительные энергии. Свечи, сделанные из парафина, не принесут вам вреда. Эти свечи уже не способны накапливать в себе негатив. Это свойственно только свечам из воска, поэтому они не только красивы, но и подходящие для. Если подарок в виде свечей или же человек, который вам его преподнес, не вызывает у вас доверия, то такой подарок можно проверить, не несет ли он в себе злой умысел. Свечу нужно сжечь
Если огонек будет ровный, аромат приятный, то это говорит о том, что она не несет в себе негативный посыл. Если же наоборот коптит, неприятно пахнет, это означает, что она способна разрушить все положительные энергии, которые вас окружают или же наполняют ваш дом. Поэтому от такой свечи нужно срочно избавиться. Нельзя на нее дуть, опустить ее под проточную воду. Это не только затушит огонек, но и в то же время нейтрализует негатив, а затем вынесите сразу же из дома, при этом сказав такие слова: «Все, что в дом плохое принесла, свеча недоброжелателю, что тебя мне преподнес, старицею верне, вред мне не причини». Если сделаете все быстро и правильно, этот подарок вам не навредит и негатив не распространит. Далее, девочки и мальчики, никогда не дарите цветы в горшках и животных, потому что они имеют определенную энергетику, и не факт, что их энергетика подойдет и благоприятно скажется на энергетике дома. А живущие в таком доме станут подвержены влиянию таких энергий, которые будут заполнять дом, что может внести коррективы в жизнь каждого из членов семьи. Вам хотят подарить кошку или вазон, первым делом откупитесь, дав за подарок купюру любого номинала, лучше, если она будет в своем номере содержать цифру 8. Считается, что если подарок преподносит не близкий человек, то чтобы это не было, нужно дать откуп. Это снимает все негативные посылы. Когда возьмете такой подарок в руки, поднесите его к груди на 3 минуты и подумайте мысленно в это время о том, что вы рады, что он у вас появился, что принимаете его с открытой душой и готовы за ним внимательно смотреть. Но и такой же заботы просите от него. Такое действие поможет вам не только переплести ваши энергии, но и получить защитный талисман для своего дома. Под горшочек с вазоном можно разместить монетку, и обязательно, когда будете размещать, скажите такие слова: «Я рада, что ты в доме моем появился, тебя прошу, мне помоги, денежной энергией дом заполни». Так данное растение будет помогать вам следить за вашими финансами. Но если вы не готовы принять такой подарок в виде животного, не берите его. Это ощущение на энергетическом уровне. Лучше извинитесь, это поможет вам в дальнейшем избежать многих проблем. Также не стоит передаривать подарки, которые попали к вам и которые вы приняли, так как ваша энергетика переплетается с ним и в нем остается. А если она попадет к человеку с плохой энергетикой или же в семью, в которой постоянные ссоры, выяснение отношений, ведь все проконтролировать невозможно. Вы на самом деле можете и половины не знать из того, что происходит в данном доме или же у данной семьи за закрытыми дверями. А когда их энергетика смешается с вашей, изменить уже будет что-то невозможно. Но данная ситуация ничего хорошего вам не принесет. Поэтому лучше продавайте такие вещи, ведь таким образом вы не только разорвете с ними связь, так еще на вырученные деньги вы сможете купить себе то, что вы пожелаете. А это притянет к вам энергию счастья и только положительные эмоции. Также, друзья, нельзя дарить то, что вы пользовались сами. Даже если вы попользовались этой вещью буквально один раз. Бывает так, что вам подарили фен какой-то модный, и вы включили его, и вы поняли, что ну вот не ваш фен, мощность не та, не тот цвет бывает, что-то раздражает, и вы что берете? Вы дариваете кому-то этот фен. Не стоит этого делать. Лучше возьмите, разместите где-то в социальных сетях и продайте по меньшей цене, но купите себе вот то, что вас будет действительно радовать. Также никогда не дарите личные фотографии, фотоальбомы тем людям, которых вы не знаете, даже и своим близким и родным. Сейчас очень интересно дарить фотоальбомы, да, с каких-то мероприятий, то есть можно прямо в интернете выбрать фотографии свои, загрузить на сайт, оплатить, и вам в течение 2-5 дней могут отправить красивый фотоальбом твердой обложки, достаточно очень красиво, если вы умеете работать с такими онлайн-программками, но вы должны понимать, что вы тем самым, если вы дарите кому-то вот такой фотоальбом, вы тем самым, возможно, можете отдать и здоровье своей семьи, и благополучие, достаток. Не стоит такого делать. Далее, никогда не дарите то, на что вы сами пожалели для себя
денег. Очень часто бывает так, что мы хотим удивить кого-то и готовы даже потратиться, взять в долг деньги, но только чтобы купить, вау, какую-то вещь и подарить кому-то. Но для себя любимых мы это не готовы делать. Вот так не стоит делать, потому что вы изначально уже показываете энергиям, тем потокам, которые идут с космоса, что вы сами считаете, что вы недостойны себя. Вы не готовы сделать себе такие дорогие, качественные подарки. Очень часто бывает так, что подруга дарит своей другой подруге, готова подарить хорошую брендовую вещь с магазина, люксового, да, какого-то, а сама она покупает вещи в секонд-хенде. Вот так никогда, пожалуйста, не делайте, потому что это вот в один момент, возможно, если в один раз так сделали, ничего не произойдет, по крайней мере, вы так подумаете, но пройдет время, и в вашей жизни могут произойти достаточно неприятные ситуации. Поэтому, пожалуйста, уделяйте внимание подаркам, особое внимание. Да, сейчас современный мир, но все равно люди привыкли удивлять и радовать друг друга. Поэтому просто знайте, что лучше не дарить или как дарить, а ваша, конечно же, интуиция обязательно вам в этом поможет. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите изобилие, и пусть Вселенная приумножит эти блага в вашей жизни. Но также, друзья, кто спрашивал, как нас можно помочь, нам отблагодарить, отправить донат, благодарность можно, друзья, выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Просто нажимаете, переходите, любая валюта, любая сумма на ваше усмотрение. Нам будет все приятно, это настолько мотивирует и вдохновляет нас. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.